Это произошло 26 августа 1946 года. Самая крупная военно-морская группировка, когда-либо входившая в полярные воды, покинула верфи Норфолка. 13 кораблей, включая флагманский авианосец «Филиппинское море», эсминец «Браунсон», ледоколы, танкеры и даже подводную лодку, вышли в океан. На борту находились 4700 солдат, морских пехотинцев, ученых и офицеров ВМС США. Их миссия носила кодовое название «Операция High Jump». Пункт назначения — Антарктида. Официальная версия для прессы звучала безобидно — обучение личного состава и испытание техники в условиях экстремального холода. Но никто не отправляет авианосную ударную группу ради проверки палаток и обогревателей. Это была не научная экспедиция, а полномасштабная военная операция. Руководил ею самый известный полярный исследователь своего времени, человек, имя которого стало синонимом льда, контр-адмирал Ричард Бёрд. Экспедиция должна была продлиться от 6 до 8 месяцев, но завершилась всего через 8 недель. В феврале 1947 года, в разгар антарктического лета, операция была внезапно и без объяснений свернута. Флот спешно покинул лед, понеся потери в людях, самолетах и, по слухам, даже в корабле. На обратном пути адмирал Бёрд сделал остановку в Сантьяго, Чили, где дал интервью, которое вскоре было вычеркнуто из американских отчетов. Газета «Эль Меркурио» от 5 марта 1947 года процитировала его слова, которые должны были стать предупреждением миру, но превратились в отправную точку теории заговора. Он заявил, что Соединенным Штатам необходимо принять защитные меры против истребителей противника, способных прилетать из полярных регионов, и что в случае новой войны Америка может подвергнуться атаке объектов, способных перелетать от полюса к полюсу с невероятной скоростью. Это был 1947 год, эпоха винтовых самолетов. Что именно он имел в виду? Что настолько напугало закаленного в боях адмирала, что заставило самую мощную армию мира, только что победившую во Второй мировой войне, спешно отступить со льда. Официальный отчет об операции High Jump остается засекреченным по сей день. А всего 12 лет спустя, в 1959 году, на пике Холодной войны, смертельные враги США и Советский Союз сделали немыслимое, сели за стол переговоров и подписали Антарктический договор. Они согласились превратить целый континент, богатый невообразимыми ресурсами, в демилитаризованную, безъядерную научную зону. Это единственный подобный договор в истории. Формально — триумф дипломатии. Но что, если это было нечто иное? Что, если это был не договор о мире, а акт карантина? Что-то было обнаружено подо льдом, нечто, что вынудило мировые сверхдержавы договориться. Никто не входит, никто не выходит, континент заперт, ключ выброшен. Но тайны не могут храниться вечно, особенно когда есть свидетели. Спустя десятилетия после возвращения Бёрда другой военнослужащий ВМС США пролетел над тем же запретным сектором, и то, что он увидел, подтвердило. Кошмар адмирала был реален и никуда не исчез. Его попросили называть его Брайаном. В январе 2015 года, выйдя на пенсию, он нарушил молчание, передав свою историю журналистке-расследователю Линде Молтон Хау. С 1983 по 1997 год Брайан служил бортинженером и командиром экипажа самолета LC-100 «30 Hercules», рабочей лошадки антарктической программы, массивного четырехмоторного турбовинтового самолета на лыжах, предназначенного для посадки на лед.
Он провел тысячи часов в воздухе, доставляя грузы, топливо и ученых между станцией Мак-Мердо, станцией Амундсен, Скотт на географическом Южном полюсе и десятками удаленных лагерей, представлявших собой несколько палаток посреди ледяной пустыни. Большую часть времени работа была монотонной. Слепящий белый горизонт, сливающийся с небом, полеты исключительно по приборам. Но один рейс в сезоне 1985-1986 годов изменил все. Экипаж выполнял рутинную миссию снабжения в районе Земли Мэри Бёрд, части Западной Антарктиды, настолько удаленной, что на нее не претендует ни одно государство. Примерно в 100 милях от пункта назначения в секторе, который должен был быть плоским ледяным щитом, они заметили аномалию на радаре, а затем и визуально. Это была дыра, но не трещина и не разлом, а идеально круглый, геометрически безупречный вырез во льду диаметром, по их оценке, от 100 до 300 футов. Казалось, будто гигантский лазер прожег лед насквозь. Из глубины исходило свечение. Не белое, а зеленовато-голубое, болезненное, пульсирующее, словно живое. Они летели на высоте 10 тысяч футов, видимость была идеальной, и экипаж принял решение отклониться от курса и подойти ближе. Как только самолет пересек невидимую границу примерно в миле от объекта, кабину охватил хаос. Гарнитуры взорвались визгом помех, все радиочастоты утонули в шуме, навигационные приборы сошли с ума, магнитный компас бешено вращался, а инерциальная навигационная система, гироскопическое сердце самолета, просто отключилась. Сработали аварийные сигналы радара и высотомера. Самолет перестал понимать, где находится Земля. Они были слепы и глухи, летя на 70-тонной машине над горами, которых не существовало ни на одной карте. Пилот отчаянно боролся за управление, и экипаж немедленно отвернул. Через несколько мучительных минут, отлетев на 5-6 миль, приборы внезапно ожили. Связь восстановилась, системы перезагрузились, и самолет снова стал послушным. Никто не сказал ни слова. Молчаливый договор был заключен. Этого не было. Они завершили миссию и вернулись в Мак-Мердо, где их уже ждали двое мужчин в штатском, в темных парках без опознавательных знаков. Они молча поднялись на борт, прошли в кабину и изъяли бортовой самописец и журнал полетных данных. Позже Брайана и пилота отвели в отдельную комнату, где их встретил человек, не принадлежавший ни к ВМС, ни к Национальному научному фонду. Он говорил тихо, но с абсолютной властью, и спросил, что они видели. Когда Брайан рассказал о дыре и свечении, тот произнес: «Вы этого не видели. Этого не существует. Это была магнитная буря. Это был приказ». Со временем Брайан понял, что столкнулся с тайной, которую охраняют не ученые. И это было только начало, потому что со льда поднимались не только аномалии. Во время другого полета его второй пилот указал в окно, и они увидели гладкий белый овальный объект без крыльев и двигателей, бесшумно сопровождавший их самолет. Он висел рядом несколько минут, а затем мгновенно ускорился до немыслимой скорости и исчез за горизонтом. Попытка оформить официальный отчет закончилась угрозами, и Брайан понял — это не их технология, и ее владельцы не хотят, чтобы их видели. Он начал собирать истории, разговаривать с пилотами, операторами радаров и учеными, и узнал о мертвых зонах, о неопознанных подводных объектах, о целях, вылетающих из-под земли, о проектах, закрытых за одну ночь. Он видел, как ученые возвращались сломленными или не возвращались вовсе. Эти свидетельства переплелись с более древней историей, уходящей в 1938 год, когда нацистская Германия отправила экспедицию в Антарктиду, объявив новый Швабенланд и обнаружив бесснежные оазисы. После войны
Исчезли подводные лодки, ученые и технологии, а в 1945 году адмирал Дёниц говорил о неприступной крепости Шангри-Ла. Именно туда, по мнению некоторых, и направилась операция «High Jump», столкнувшись с тем, что уже было там. История продолжилась убийством астрофизика Родни Маркса на станции Амундсен. Скотт в 2000 году, расследование которого было заблокировано, и открытием озера «Восток», гигантского подледного водоема с теплом, магнитной аномалией и чем-то металлическим на дне. К этому добавилась гравитационная аномалия Земли Уилкса, идеально круглая структура диаметром сотни километров, скрытая подо льдом, официально названная Масканом, но идеально вписывающаяся в зону наблюдений Брайана и маршрут Бёрда. И, наконец, древняя карта Пири Рейса 1513 года, показывающая Антарктиду без льда, словно память о мире до последнего ледникового периода. Все эти фрагменты сложились в единую картину. Антарктида — не мертвый континент, а спящий, скрывающий подо льдом нечто древнее, технологичное и опасное. Лед тает, договоры трещат, сверхдержавы возвращаются, строят базы и телескопы, направленные не только в небо, но и вниз. Они не готовятся к войне друг с другом. Они готовятся к тому дню, когда то, что находится подо льдом, будет раскрыто, и вопрос лишь в том, поделятся ли они этим с человечеством или сделают все, чтобы навсегда сохранить контроль над последней и величайшей тайной Земли. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.